Ребята, всем привет! Давайте я вам сейчас покажу, как нарисовать снеговика гуашью. Смотрите, мы берем палитру, на палитре смешиваем голубой и белый, для того, чтобы у нас получился светло-голубой цвет. Можно даже побольше белого добавить. Вот такой светлый цвет у меня получился. И этим цветом я начинаю рисовать снеговичка. Начну с нижнего шарика. Нижний шарик закрасила, можно его побольше вот так сделать. И теперь будет голова, верхний шарик. Теперь чисто белым цветом так вот намечу светлые места, а голубым с другой стороны темные. Так вот, чтобы он немножечко такой объемный у нас был снеговичок. Теперь мне нужно нарисовать ему руки. Цвет у меня на палитре закончился. Я еще раз смешаю голубой и белый. И нарисую руки. Одна будет вот здесь, чуть-чуть вверх. А одна будет вот здесь. Дальше мне нужно нарисовать шляпку снеговику. Она будет черного цвета. Красным цветом я нарисую шарфик. И варежки. Здесь одна, а здесь вторая. Теперь оранжевым цветом я нарисую носик. Носик морковка. Черным цветом добавлю глазки и ротик, улыбочку. Также пуговички добавлю. И нарисую метлу. Метла — это у нас такая ветка дерева.
Белой гуашью можно добавить в шарфик рисунок, да, узоры. Например, вот так. Тоненько-тоненько. И также, где варежка, вот здесь добавить узоры. На палитру в цвет в голубой добавлю еще больше белого. И таким цветом сделаю снег внизу, на котором стоит снеговик. Но так, чтобы он был светлее, чем сам снеговик. То есть мы добавляем больше белого. Снова сделаю голубой цвет, который мы делали для снеговика. И таким цветом сделаю ножки вот здесь, внизу. Теперь синим цветом я добавлю вот так снежинки и снегопад такой нарисую. У меня два синих оттенка, есть темный еще цвет, поэтому темным я тоже добавлю. Можно взять коричневый цвет и тоненько-тоненько так нарисовать у морковки в краям такие полосочки, чтобы показать, что это у нас такая морковка. В глазах белым цветом можно поставить блики. И вот такой снеговик у нас получился. Ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписан. Всем пока.